Друзья, с вами Михаил, канал Гаджетомана. Сегодня у нас такой небольшой будет вложик. Он будет переходить медленно в распаковочинг. Распаковочинг будет переходить в обзорчик. Едем, короче, вот мы сейчас с моей Ксю едем за новым девайсом, новым для меня, когда поднялся этот вопрос. Нужен ли этот девайс. Оказалось, что уже все прогрессивное человечество им пользуется. Мы как вот эти, знаете, какие-то архаичные староверы, вот, неандертальцы, мы отстаем от движения, и этого гаджета еще точно не было на канале Гаджетомана, и поэтому не написать обзор на него, ну это просто реально какой-то грех и позор. Поэтому мы с вами едем, вернее, меня везут, вас везут. Мы с вами вместе едем в супермаркет электроники. Вот, надеюсь, вам понравится, и вы захотите купить такой же. Скажете, мы тоже неандертальцы, возьмите меня в свою группу, вот, неандертальцев. Ну, короче, ладно, болтать не будем, поехали. Получается 95 где-то долларов, то есть 2400 гривен. Погнали его тестировать, распаковывать и тестировать. Это когда вот у вас такая лохматая огромная собака, то каждый раз доставать вот этот пылесос с длинным проводом, ну и как это крутилка, как это называется, шланг этот, блин, но это уже реально не камильфо. И хочется чего-то нового и удобного, такого, чтобы не тянуть за собой эти провода. Вот взяли беспроводной, правда хотел еще с Wi-Fi и с функцией Bluetooth, NFC, но, к сожалению, там уже ценник немножко другой, так чтобы это дело еще мониторить. А что можно мониторить по Bluetooth? Например, насколько заполнен ваш этот бачок, сколько заряда остается. Было бы, кстати, очень круто так вот на телефоне сразу все это, чтобы показывало. Беспроводной, это самое главное, ключевое слово. Беспроводной пылесос, то есть его нужно просто зарядить перед пользованием и просто включить кнопочкой включения. Он даже еще и заряжен прямо из магазина еще, видите, новенький, еще даже не запускался и чистенький. Вообще брался для собаки, вернее против собаки, против собаки. Вот эта шерстастая собака, которая там все время у нас покрывает комнату и все остальное своей шерстью. То есть если у вас есть четвероногий питомец, желательно, который действительно реально линяет, вот, то я считаю, это самая незаменимая вещь. Значит, пойдем сверху. Что мы здесь имеем? Здесь мы имеем кнопочку включения, включает, и кнопочку изменения мощности. То есть мощность поменьше и мощность побольше. Значит, напряжение 14,4 вольта. Обещают заряд 30 минут. Я еще не проверял. Сейчас пойдем, да и проверим, собственно, что он стоит. Значит, это отсоединение, такое вот отсоединение бака, куда будет собираться всякая кака. Бак очень красивый, прямо жалко его наполнять пылью. Значит, здесь у нас идет щетка, которая, кстати, вот тоже, кстати, удобная фишка, что эта щетка снимается, ее можно отсюда вынуть. Сейчас, как она вынимается? Ее вот так можно просто вынуть, и если у вас нет ковров и каких-то там ворсистых покрытий напольных, то запросто можно использовать без этой щетки. Я думаю, что вот как раз без щетки мы и будем ее у себя дома использовать. Потому что щетка будет только засоряться, наполняться, толку от нее фактически везде, я знаю, мало.
ковров тем более нету. Еще одна фишка, кстати, вот этой насадки. Это подсветка. Подсветка. Видите, да? То есть, если ставишь его на пол, я не знаю, зачем нужна подсветка в пылесосе, я прекрасно вижу и днем. Еще причина, по которой брался этот пылесос, это возможность вообще снять вот эту щетку и использовать его, например, в тех местах, куда щеткой вы не залезете. Во-вторых, в машине. В-третьих, взяли на дачу. Почему нет? Вот. Ну, правда, на дачу можно брать вместе с щеткой, то такое дело. Ну, короче, там, где вы портативно хотите быстро и компактно запылесосить что-то, вот, то вполне даже очень удобная штука. Весит где-то, ну, по паспорту, по-моему, что-то 2 килограмма, ну, очень легкая, кстати. Очень легкая штука. Вот. Заряжаться для зарядки есть специальное отверстие, в комплекте идет кабель. Вот. Заряжает, судя по описанию, где-то за 5, по-моему, часов. За 5 часов. Пошли попробуем шерстяку этой собачьей убрать. Уже это ж капец просто. Просто шерсть летит во все стороны клоками. Ну и резюмирую. Короче, гаджет, я считаю, очень полезнейший. За эти деньги просто лучше вы не найдете ничего. Поверьте мне. То есть фирма Roventa достаточно качественно выпустила пылесос. Достаточно мощный. Если вам, конечно, нужно какие-то там сильные ковры, много песка, там пыли, этот вариант не для вас. Вам надо уже тогда что-то помощнее брать. А вот для такого мелко убрать, там, знаете, эти мелкие крошки со стола, там падает на пол шерстяка, опять-таки, повторюсь уже в который раз, бы это уже шерсть у нас лезет уже во все стороны. Вот, шерстяку вполне, вы видели, она убирает очень-очень прилично. Короче, рекомендую. За эти деньги эта модель Roventa пойдет, я думаю, всем. Всем, кому надо так быстренько убрать и смыться. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Будет еще много всяких интересных гаджетов. Всем пока!